Всем привет! Сегодня готовим шашлык, но не на мангале, а будем готовить в казане. Для этого нам понадобится 1,5 килограмма свиной шеи, 3-4 головки белого лука, репки, красный лук будет для украшения, чеснок для соуса, петрушка пойдет и в шашлык, и в соус, грамм 300-400 сала плоско нарезанного, соль, черный перец для маринада, кетчуп, майонез это для соуса. Соус получается очень классный. Покажем, как мы его готовим. Итак, давайте нарежем мясо. Итак, нарезаем мясо толщиной где-то сантиметра по 2 примерно. Нарезали пласты из мяса и далее нарезаем на кусочки. Кусочки делаем не мелкие. Размер примерно 2 спичных коробка. Вот такого размера кусочки у нас получится. Теперь маринуем мясо. На килограмм мяса примерно столовая ложка соли. Если у нас 1,5, значит мы примерно 1,5 столовой ложки соли добавляем. Перчим по вкусу, смотря насколько вы любите острую пищу. Перемешиваем все и оставляем мариноваться на час-полтора. А мы пока займемся нарезкой лука и остальными приготовлениями. Лук нарезаем полукольцами. Все по классике, классически. Также режем петрушку мелко-мелко. Высыпаем петрушку в лук и все это тщательно перемешиваем. Лук с петрушкой с нарубленной перемешиваем. И оставляем. Они ждут своего часа, пока замаринуется мясо. Сало необходимо нарезать на тонкие пластинки толщиной примерно по 5 мм. Мясо наше замариновалось. Казан нагреваем и начинаем выкладывать кусочки сала. Укладываем сало таким образом, чтобы оно покрыло дно казана, для того, чтобы наше мясо не подгорело. Дно казана уложено. Теперь выкладываем мясо. Слой мяса мы уложили. Теперь укладываем слой лука. Вот такая красота получается у нас. И укладываем второй слой мяса. Здесь технология такова. Сначала мы мясо будем томить, а в конце мы его будем обжаривать. И укладываем второй слой лука сверху. Сейчас мы накроем его крышкой. Все это на среднем огне начнем томить. Начнем томить минут 10 сначала. Дальше будем смотреть. Вот такая красота получается у нас. Накрываем казан крышкой. Огонь держит такой средний, не сильный. И ждем, пока сало начнет поджариваться. Вот у нас огонь. Все поддерживаем. Чуть позже включимся. Пока наше мясо готовится, мы делаем соус для шашлыка. Для этого мы мелко-мелко нарубили чеснок. Нарезаем зеленый лук мелко.
Зелени берите столько, сколько вам нравится. Мы любим побольше зелени, поэтому у нас зелени очень много всегда. Нарезали наш лучок. Дальше мой ассистент нарезает укропчик. Чеснока нарезайте. У нас получилось где-то примерно 5 зубчиков. Все это высыпаем. Получается практически пол тарелки зелени. Дальше кетчуп и майонез идет в ход. Заправляем кетчупом и майонезом все это дело. Не хотите майонез, можно просто кетчупом заправить. Еще иногда добавляем в этот соус сметанку. Он получается более такой сливочный. И теперь все это перемешиваем. Получается очень густая масса с зеленью. Соус у нас готов. Пока мясо жарится, соус должен настояться. Мы его сейчас накроем крышечкой и пусть он настаивается. Прошло примерно минут 10. Перемешиваем. Сейчас у нас сало дает жир, лук дает сок. И наше мясо сейчас будет томиться во всем этом великолепии. Все перемешали, накрываем крышечку и еще минут на 10 оставляем все это томиться. Вот такая красота получается. Прошло еще минут 10. Перемешиваем. Лук дает сок. Все перемешали. И продолжаем томить наше мясо. Огонь у нас средний. Оставляем еще минут на 10 томиться. Накрываем крышкой. Итак, прошло еще минут 10. Открываем. Мясо у нас томится уже в луковом соке. Убираем сало. После того, как мы все сало вытащили из казана, крышечку не закрываем и выпариваем весь луковый сок. Параллельно мясо доходит и начинаем его потихоньку обжаривать. Нам нужно мясо теперь довести до румяной корочки. Как видите, пока оно настолько такое полувареное. После того, как весь луковый сок выпарился, огонь у нас идет чуть выше среднего, и обжариваем наше мясо в казане. Запах, ребят, бомбический. Вид уже у мяса ослепительный просто. Просто поджариваем до корочки. Итак, наш шашлык готов. Выкладываю его на тарелочку. Обязательно шашлычок выкладывается на лаваш. Выглядит очень аппетитно. Посыпаем наш шашлычок лучком. И сейчас будем пробовать вот с соусом с нашим.